История судна СС «Байчимо» — это удивительное повествование, переплетенное с фактами, легендами и загадками, которое на протяжении всего XX века очаровывало мореплавателей, исследователей и просто любителей таинственного. Этот грузовой пароход, построенный в немецком портовом городе Гамбурге, сумел пройти путь от обычного торгового судна и превратиться в один из самых известных и загадочных кораблей-призраков в истории мореплавания. За более чем 50-летний период наблюдений за его судьбой СС «Байчимо» стал символом одновременно и человеческой изобретательности, и неподвластной человеку силы природы. Пароход, созданный на немецкой верфи в самом начале XX века, первоначально предназначался для эксплуатации в сложных условиях северных морей Западной и Северной Европы. Он был построен с учетом всех технических требований того времени: мощный и надежный корпус, торговый грузовой отсек, эффективная силовая установка, способная выдерживать серьезные нагрузки. Его первой компанией-владельцем была немецкая фирма, которая использовала «Байчимо» для выполнения регулярных рейсов между портами Гамбурга и Швеции. Судно приносило стабильный доход, зарекомендовало себя как надежное транспортное средство, соответствующее строгим стандартам судоходства и грузоперевозок того времени. Однако Второй мировой конфликт и изменения в политических, экономических условиях привели к смене владельцев «Байчимо». Впоследствии судно оказалось под британским флагом, что отражало тогдашние тенденции к переходу собственности и использованию морского флота силами европейских держав. В 1920-х годах «Байчимо» приобрела канадская компания, специализирующаяся на проведении грузовых перевозок в суровых условиях Арктики и регионов, прилегающих к Гудзонову заливу. С этого момента началась новая и гораздо более драматичная глава в жизни судна, в которой судьба и сила природы стали определяющими факторами. Под канадским управлением «Байчимо» назначили на постоянные рейсы, пролегающие через северные морские маршруты, проливы и фьорды в районе Арктики, включая прибрежные воды Сибири и Аляски. Корабль доставлял товары, продовольствие и оборудование отдаленным поселениям, беря на себя ответственность за поддержку жизнеспособности этих северных территорий. Эта работа была сопряжена с ежедневными опасностями: экстремально низкие температуры, движущийся и скапливающийся морской лед, грозные штормы и неудобства, связанные с удаленностью от основных транспортных узлов. «Байчимо» показал себя вполне приспособленным к таким суровым условиям, но, как оказалось, даже этот тяжелый во всех смыслах корабль не смог противостоять природе навсегда. В октябре 1931 года «Байчимо» попал в неудачную ситуацию, которая навсегда изменила историю судна. Плывя по восточным рукавам Северного Ледовитого океана, рядом с северо-западным побережьем Канады, корабль застрял во льдах, достаточно жестких и крепких, чтобы удержать даже массивный грузовой пароход. Возникла угроза не только для судна, но и для экипажа, который оказался в запертой, в ледяных тисках ситуации, где мгновенная помощь была невозможна. При этом команда столкнулась с необходимостью сделать трудный выбор. Часть экипажа была эвакуирована на 3 спасательных шлюпках, чтобы попытаться дойти до безопасных берегов и вызвать помощь, в то время как 15 бесстрашных моряков решили остаться на борту, рассчитывая на то, что удастся освободить корабль или, по крайней мере, сохранить полезные грузы. Но сама природа решила иначе. Надвигающаяся и усиливающаяся снежная буря оторвала «Байчимо» от льда, который удерживал его в заложниках.
К сожалению, ни моряки, оставшиеся на борту, ни те, кто пытался помочь, уже не могли бы видеть итоговых событий. Выжившая часть экипажа была спасена, однако корабль продолжил свое плавание самостоятельно, словно корабль-призрак, оставшийся без управления и экипажа. Это событие стало началом фантастической и загадочной истории, которая веками продолжала жить в умах очевидцев и жителей северных территорий. После этого момента Байчимо превратился в загадочный объект многочисленных наблюдений, порождая целый ряд мистических интерпретаций и паранормальных слухов. На протяжении более 30 лет, вплоть до середины 60-х годов, наблюдатели в прибрежных зонах Аляски регулярно видели судно, дрейфующее между льдами и островами, несмотря на то, что официально корабль числился потерянным. Его появление считалось таким необычным, что оно вызывало потрясение и вопросы, как такой грузовой пароход выживает в столь суровых условиях, не имея экипажа и находясь среди разломов морских льдов, какие силы позволяли ему оставаться на плаву и странствовать по самым отдаленным уголкам Арктики. Многие отчаянные искатели приключений и предприниматели пытались одолеть эту современную морскую загадку, отправляясь на спасательные операции или экспедиции с целью отбуксировать Байчимо домой или хотя бы исследовать его состояние. Однако суровые природные условия, характерные для регионов Арктики, сильные штормы, мгновенно меняющиеся течения, накатывающие лед и низкие температуры, постоянно оставляли их безуспешными. В некоторых случаях целые команды, находящиеся на борту оставленного парохода или пытающиеся браться за буксировку, оказывались заложниками этих природных катаклизмов, подвергаясь риску жизни и здоровью. Тем не менее, были и те, кто смог добраться до Байчимо, забирая оттуда ценные вещи или оборудование. Так корабль становился и местом стычек между законными владельцами, смельчаками и мародерами. В 2006 году, учитывая важность этой загадочной истории как культурного и исторического объекта, власти штата Аляска приняли решение о необходимости организации специального исследовательского проекта, целью которого стало окончательное раскрытие тайны Байчимо. Современные технологии позволяли значительно облегчить поиск и исследование подобных объектов в северных морях. Использование современных эхолотов, глубоководных дистанционно управляемых аппаратов, спутниковый мониторинг и многопараметрический анализ способствовали тому, чтобы обнаружить последние следы пребывания корабля. Команда исследователей работала над точной локацией судна, исследовала морское дно, изучала метеорологические условия и историю последних лет, чтобы вписать Байчимо в реалии современной науки. Тем не менее, несмотря на всю техническую оснащенность и усилия специалистов, загадка осталась далеко не полностью раскрытой. Хотя судно было локализовано на морском дне в одном из регионов побережья, данные о его точном состоянии, причины окончательного затопления и описание последующих событий остаются противоречивыми и неполными. Многие моменты до сих пор подпитываются легендарными рассказами, слухами и догадками. Одни исследователи предполагают, что Байчимо погиб в результате столкновения с очередным ледником или обрушения льда. Другие выдвигают гипотезы о возможном сохранении судна в замороженном состоянии в ледяных глыбах на протяжении десятилетий, медленно дрейфующих в Арктике. История этого корабля служит не только интересным эпизодом морской истории, но и важным уроком для всего судовладельческого сообщества и ученых, занимающихся арктическими регионами. Она напоминает, как опасно и сложно вести морское судоходство в высоких широтах.
о необходимости тщательно готовиться к рейсам, учитывать природные условия и риски, непрерывно совершенствовать технологии и оперативные методы реагирования на чрезвычайные ситуации. В то же время Байчимо воплощает в себе дух человеческого упорства, изобретательности, героизма и одновременно хрупкость человеческого присутствия перед лицом мощи и произвола природных сил. СС Байчимо – это история человека и природы, технологий и стихии, реальности и легенды, которые переплелись в одно целое и вписали имя парохода в самую суть арктических приключений и мистических историй. Его судьба служит напоминанием, что даже современный мир с многочисленными возможностями и технологиями порою не способен полностью победить или контролировать те силы, которые действуют вне человеческого понимания. Это история, которая продолжает вдохновлять исследователей и пробуждать воображение тех, кто мечтает разгадать тайны прошлого и узнать, что же на самом деле происходит в ледяных просторах Северного Ледовитого океана. Наблюдения за этим забытым и затерянным кораблем спровоцировали множество исследований, породили десятки гипотез и породили необыкновенно богатый культурный пласт в фольклоре народов северных регионов. Там, где сходятся легенды с реальностью, рождаются особые истории, выступающие как символы человеческой борьбы с неизвестностью и непредсказуемостью темных далеких мест. Параллельно с этим Байчимо остается мотивом для художественных произведений, документальных фильмов и научных дискуссий, объединяя самые разные сферы человеческой деятельности, от историков до экологов, от океанологов до писателей. Загадка СС Байчимо является примером, как реальный артефакт создает мост между прошлым и настоящим, между обычной профессией моряка и великим приключением, оставаясь символом непокоренного духа и последним призывом к сохранению истории и природы Арктики. Эта история обращает внимание на то, что нам предстоит еще многое узнать о нашей планете, о ее тайнах и о том, какое влияние оказывает человек на хрупкие экосистемы, и как баланс между ними может выжить в новом, стремительно меняющемся мире. Таким образом, история СС Байчимо – это не просто рассказ о потерянном корабле, а глубокий взгляд в многие аспекты человеческой жизни, истории мореплавания, взаимодействия с природой, новых технологических вызовов и философских размышлений. Эта сага остается живой и актуальной, продолжая завораживать, вдохновлять и удивлять все новые поколения, укрепляя образ Байчимо как несгибаемого символа арктического приключения и загадки, которое еще требует своего открытия.